друзья! Привет! Фаршированные мясом овощи – это кулинарная классика. В частности, у нас на канале есть традиционное азербайджанское блюдо «Три сестры», где мясом фаршируются баклажаны, томаты, болгарские перцы. Но многим из вас это блюдо показалось сложным в приготовлении. Поэтому мы сегодня решили предложить вам еще один вариант фаршированных баклажан, способ приготовления которого вас удивит, и он необыкновенно легкий, а результат потрясающе вкусный и красивый. Нам понадобится 400 грамм говяжьего фарша, пару баклажан, желательно крупных, 30 грамм заранее сваренного риса, несколько томатов, немного кинзы, 1 луковица, соль, перец, и мы добавляем орегано. Впрочем, если кому-то не нравится орегано, можете использовать те специи, которые вам нравятся. Ну что, поехали? Поехали. Займемся подготовкой баклажанов. Вначале отрезаем хвостик, потом баклажан вот так вот режем вдоль, кладем по бокам палочки и начинаем разрезать баклажаны не до конца, примерно каждая полосочка толщиной в сантиметр. У нас получается вот такая вот гармошка. И разрезаем этот баклажан пополам, чтобы у нас получились 2 гармошки. Также поступаем и со второй половинкой. Вкладываем наши заготовки в миску. Посолим их и зальем их горячей водой, чтобы они так у нас постояли минут 10-15. Можно накрыть их тарелочкой, чтобы они больше были погружены в воду. А пока займемся фаршем. Добавим к нему рис, посолим, поперчим, добавим ложечку орегано, столовую ложку растительного масла, мелко нарежем лук и кинзу. Добавим нарезанный лук с кинзой и все перемешаем. Сначала мешаем ложкой, а потом замешиваем фарш руками. И лучше это делать в перчатке. Все, фарш готов. Начинаем фаршировать баклажаны. Открываем вот так вот. Ножичком аккуратно вставляем мясо. Сначала мы все кармашки заполним. Потом добавим мясо там, где не хватает. Вот такая вот смешная гусеница у нас получается. Точно так же заполняем остальные баклажаны. Подготовим томатный соус, в котором будут запекаться баклажаны. Очистим помидорчики от черенка. Отправим помидоры в блендер. Добавим пол чайной ложки соли, четверть чайной ложки черного молотого перца, столовую ложку оливкового масла и пробьем. В
Выкладываем фаршированные баклажаны в стеклянную форму. И поливаем их подготовленным томатным соусом. Наливаем на дно 200 грамм горячей воды. Накрываем форму фольгой и убираем в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на час. Две заготовки из баклажан в нашу стеклянную форму не поместились. А еще у нас осталось немного фарша. Сделаем из него несколько тефтелек и все это тоже запечем. Не пропадать же продуктам. Снимаем фольгу, распределяем соус по поверхности баклажан. И уберем в духовку еще минут на 10. А пока приготовим йогуртовый соус. Берем 3 столовые ложки йогурта. Выдавим 2 зубчика чеснока. Добавляем нарезанный укроп и все перемешиваем. Соус готов. Вот какие красивые баклажаны у нас получились. Ну что, видите, какое красивое блюдо получилось всего из 2 баклажан? И 400 грамм мяса. Что есть, то есть. Ну что, дай-ка мне попробовать. Угостить тебя красотой такой. Берем баклажанчик, кладем на тарелочку. И я вот хочу тебе так вот вдоль порезать, Давай. чтобы все увидели слои, какие у нас получились красивые. Вот. И тут и мясо, и баклажан. Сейчас вот Давай уже скорее. Ну хорошо, нетерпеливый ты мой. Вот Соус. так вот и так вот. Ну как? Нежнейший баклажанчик, пропеченный. А какой вкусный получился фарш. Ну-ка. Изумительно. Полностью согласен. И вы тоже согласитесь, если попробуете это приготовить. Обязательно попробуйте, мы вам настоятельно рекомендуем. А я вам рекомендую подписаться на наш канал, оставлять свои комментарии, задавать свои вопросы и делиться своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих дорогих и любимых потрясающей вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!